Приветствую вас, друзья, в игре The Queenfall. С вами снова Роман. Ну что же, я решил проверить некоторую информацию относительно игры на разных каналах. Как вы видите, на первом и втором канале, которые являются PvE каналами, процент прибавки к опыту всего лишь 10%. В то время как на четвертом канале, это PvP канал, где могут убить, этот процент выше в 2 раза, 20%. И я решил проверить, работает ли это, потому что что-то закрались у меня сомнения. Я сниму вот это видео, сперва зайду на PvE канал, и потом зайду на PvP канал и сравним количество получаемого опыта. Давайте запомним, к чему здесь идет опыт. Например, я думал, идет опыт в том числе и к ремесленному крафту, ну там плотницкое дело, кожевенное дело, алхимия и прочее там. А здесь, я не знаю, идет или не идет, ну проверим. Здесь не написано об этом. Запомним, значит, рубка леса, значит, мы дерево порубаем. Рудокоп, ну найдем руду, покопаем руду, да, урожай проверим и охоту проверим. Разница в 2 раза. Давайте начнем с PvE. Так, ну давайте сперва на всякий случай я проверю те профессии, которые не были указаны. Ну, на всякий случай, вдруг. Начнем вот с слиток железа. Сделаем... Ну, давайте для эксперимента слиток железа сделаем. И посмотрим, сколько прилетит опыта за плавку. 12 плюс 12, ну это, видимо, прокнуло. Мастер выплавки 12. Значит, выплавка 12. Еще разок. (12 единиц опыта). Теперь сделаем деревообработку. Лесопилка 18. Все. Теперь ферма. Я записываю, а потом, когда на PvP сервер зайду, я это все сравню. Да, кстати, еще хочу в этом видеоролике вот о чем сказать. Ну, на всякий случай, большей степенью для себя. Здесь в игре, например, нет вот возможности, как я помню, в World of Sea Battle я играл, да, расстояние померить. Зачем мерить расстояние в игре, вы спросите? А смотрите, вот, например, возьмем вот красную зону, например, возьмем. И здесь написано, что... Хотя нет, ребятки, здесь это не написано. Это было написано, я в интернете прочитал, что вот этот вот бонус действует в радиусе 5 километров от алтаря. Ну, здесь об этом не написано, а в интернете я про это прочитал. 5 километров. И, соответственно, возникает вопрос, а сколько это? Ну, как вот распределить 5 километров? То есть он тут докуда будет брать? Докуда доставать будет? Я знаю, что есть одна красная, даже 2 красные зоны. Вот я еще тут, у меня туман войны, я не был. Рунный курган, и вот здесь вот справа, где-то вот в этом вот месте, вот тут вот есть красная зона. И, например, возникает вопрос, а поставив там алтарь, он будет доставать до, например, вот до рунного кургана, то есть 5 километров есть тут или нет? Вот в World of Sea Battle удобно было, нажимаете Ctrl, и там можно было линейкой мерить, то есть расстояние, а здесь этого нет. Так вот, такой момент, смотрите, расстояние, чтобы понимать эти расстояния,
от Мидл до рунного кургана, вот смотрите, расстояние 3 километра 850 метров. Я, честно говоря, ребятки, сомневаюсь, ну, будем это проверять, что бонусы от алтаря будут действовать на 5 километров, потому что, ну, смотрите сами, если, например, этот алтарь, вот где я сейчас мышкой вожу, это красная зона, давайте я вам покажу, я где-то посмотрел в интернете, вот здесь вот, если поставить отметку, ну, вот так вот назовем алтарь, где-то вот здесь красная зона, и смотрите, 5 километров это будет захватывать аж до самого Мидл, то есть от Мидл до рунного кургана почти 4. Ну и тут еще где-то. То есть это что-то такой радиус, ну он полкарты будет захватывать, этот алтарь. Это вот расстояние, и он будет доставать аж вот до сюда. Ну я что-то сомневаюсь, что такие огромные расстояния. Хотя может быть оно и так и есть. По крайней мере даже этот алтарь будет, похоже, доставать до Мидл. Так вот, почему я так говорю, почему такое расстояние. Смотрите, я взял задание. Срочный вызов. Отправься в рунный курган и поговори с дозорным этим Сорином. И у меня появилась вот цифра единичка, отметка и расстояние. Видите сколько? 3,83 километра. Если я сейчас встану в центр города, будет 3,85 километров. То есть вот, смотрите, наверху, видите, где компас. 3 километра 850 метров получается. Вот это надо запомнить, чтобы потом в дальнейшем можно было ориентироваться по этим расстояниям. Вот. От Мидл, вон видите, 3,84. От Мидл, значит, до кургана 3 километра 850 метров. Вот. Потом как-нибудь, я не знаю, линейку, что ли, взять, прикладывать сюда, я не знаю, как это вот мерить. Потом, когда если здесь я алтарь поставлю в красной зоне, ну, наверное, линейкой буду мерить. То есть вот это вот 3,850, ну и так вот линейкой подмерять, посмотреть, докуда это все достает. Так, пойдемте проверим теперь опыт с фермерского поля. Так, где поля? С выплавки не должно быть никаких прибавок, деревообработки тоже не должно быть никаких прибавок, а прибавки будут с ремесла по сбору ресурсов. Так, сейчас проверим поле. Я вчера засадил огород. Тоже, кстати, огород пропадает. Если долго не собрать, он потом просто пропадает. О, не пропал. Но у меня все выросло. Ну, давайте вот с краешку возьмем. Так, смотрим на опыт. Сколько прилетит. Земледелие 101. Я сразу записываю. 101. Причем независимо от того, что я собираю, походу, да? Картофель. 101, да. А если пшеничку? 101. Все, записал. Так, теперь пойдемте. Рубка леса. И руду хорошо бы найти. Да, и сбор. Ну, давайте сбор тоже проверим. Сбор. Собирательство 31. Да, 31. Вот это, наверное, будет руда. Уголь. Так. Горное дело 35. 35. Да, так и есть 35. Ну и рубку сразу проверим. Что там у меня? Голодный? Питомец голодный. Кстати, а у тебя же в кормушке лежит? Нет, в кормушке у тебя ничего не лежит. Да. Так, дерево
рубим. Это у нас рубка. Лесозаготовка 31. 31. 31. Все. Так, ну, наверное, прям вот здесь вот я сейчас и выйду. Да. И перейду на канал PvP. Давайте выходим. Главное меню. Так. Вот. Здесь, там было по 10%, здесь по 20%. Ну, давайте проверим, как это работает. Работает ли? Вот в чем вопрос. В игре время от времени встречаются какие-то такие непонятные для меня моменты, что, казалось бы, оно должно работать, а оно не работает. Вот, например, со стрельбой из лука, да? Когда я из лука стрелял, помните в видеоролике, что как бы кратное увеличение урона, а оно не работало. То есть, что я там обычным просто стрелял, один был урон, и что я там держал кнопку, когда там трехкратный урон, а урон был одинаковый. И вот по опыту сейчас проверим. Так, я подключился. И какие-то звуки, как будто игрок что-то где-то собирает. Да, вон игрок бегает. Это PvP канал. Здесь убийства разрешены. Так, давайте сразу рубку. И посмотрим, сколько будет идти опыта. 35, ребятки, работает. Да, 35. Там шло 31 на PvE канале. Здесь 35. Теперь собирательство. Собирательство было 31. Здесь 35. Работает. Так, хотелось бы, конечно, еще руду проверить. Но так как тут игрок бегал... А, стоп. Вот камешек есть. Камешек он не собрал. Так, руда была 35, здесь 37. Во. Слушайте, ну, это меня радует, работает. Кто-то скажет, ну, Рома, на что ты сомневался, что могло не работать. Ну, честно говоря, были сомнения. Стоп, по охоте. Ой, я по охоте не проверил. Ну, будем верить, потому что если все это работает, значит и охота тоже работает. Хотя, кстати, я не помню, там был бонус по охоте. Что-то я не обратил внимания. Так, теперь давайте фермерство. Фермерство тоже должно работать. Так, было у меня по 101 я собирал. Давайте проверим. Опа. А фермерство не работает. 101. Еще разок. Земледелие 101. Слушайте, а вот смотрите, а фермерство не работает. А ведь там, по-моему, надпись была, да? Картофель. Так, ну давайте пшеничку. 101. Да, ребятки. Фермерство почему-то не работает. Вот я про что говорил, что ты, Роман, сомневаешься. Да, сомневаюсь, смотрите. На PvE было 101. И здесь тоже 101. Но, знаете, я подозреваю, это может быть связано, потому что я собираю урожай в безопасной зоне. То есть, если бы у меня этот урожай был посажен не на арендованной земле, а около моего алтаря, может быть, тогда бы оно работало. Вот что я думаю. Может быть, из-за этого. Ну вот огород на арендованной земле в городе прибавку не дает. И
скорее всего, не будет прибавки. Сейчас проверим. Плавка. Так, подождите, где у нас? Плавка и лесозаготовка. То есть я так подозреваю, что это работает только, ну, в открытом мире, не в городах. Ну, по плавке-то и по лесозаготовке вообще никакой информации не было. То есть тут как бы и не должно быть никакой прибавки. Там именно по сбору была информация. Так что, скорее всего, здесь не будет тоже никакой прибавки. Вот, сделаем 2 слитка. Там у меня было по 12. Опыта шло. 12, да? И тут 12. 12, да. То есть только на сбор ресурсов в дикой местности. Ну, здесь тоже, скорее всего, прибавки не будет. Здесь было у меня деревообработка 18. Ой, лесопилка. Не понял, а почему лесопилка 12? Подождите, я не то сделал, наверное. Вот это надо делать. Да, я не то сделал. Доску надо делать. На доске было 18. Ну, скорее всего, и будет 18. Да, 18. Ну, вот так вот. Такая вот информация. Ну, наверное, я это больше не для кого-то, а для себя это сделал. Есть ли разница играть на PvE или PvP сервере? Вот в этом плане я снял этот видеоролик. Давайте еще разок прочитаем, на что влияет канал. И, я ошибаюсь, не сервер, сервер один, каналы разные. Вот, давайте еще разок здесь прочитаем. Да, охота тоже работает. То есть я проверил, сбор работает, рубка дерева работает и рудокоп, горное дело тоже работает. Значит, охота тоже работает. Вот. А вот фермерство... Да, здесь написано опыт к сбору урожая, да, видите, 10%, здесь к сбору 20%. А вот урожай не сработал, ну, повторюсь, подозреваю, что из-за того, что в городе. Если, ну, около алтаря, на своем собственном огороде, там, наверное, будет это работать. Рыбалка не проверял, ну, тоже, скорее всего, будет работать. Так что вот выбор, как говорится, за вами. PvE канал и PvP канал. В принципе, по чуть-чуть добывать ресурсы, наверное, выгоднее на PvP канале. Учитывая тот факт, что, насколько я знаю, в этой игре, когда вас другой игрок убивает, вы ничего не теряете. Ну, это я не знаю, это я еще не проверял. Меня еще пока никто не убивал. Буду играть на PvP канале, собирать ресурсы и проверю, что там с меня выпадает или не выпадает. Ну, говорят, что ничего не выпадает. Вот. Ну и понятное дело, что да, могут мешать, потому что даже если с вас ничего не выпадает, вас убили, вы же где-то возродитесь там в каком-то месте и снова бежать к точке сбора реса. Ну, тут как бы выбор за вами. Если без нервов спокойно, ну, на PvE канале, а если чуть-чуть нервничая, но с небольшой прибавкой к опыту, то PvP канал. Так, ребятки, решил я дополнить это видео на всякий случай. Пусть в этом видеоролике будет еще информация и по поводу алтаря и опыту, который он дает. Я уже поставил алтарь, ну, выбрал место. Вот я тут на онлайн-карте посмотрел, да. В прошлом видеоролике я тут про остров говорил, ну, потом подумал, а что, зачем надо. Тем более я узнал, что бонусы от алтаря будут работать и в городе. Кстати, в этом видеоролике мы об этом и поговорим, я это проверил. Поэтому я не решил на острове ничего не ставить, а вот проехался на восток, рунный курган, меня все равно по квесту сюда везли. Ну, тут прокатился на лошади, я разведал область, вот 2 региона, где можно было поставить алтарь. Я выбрал вот здесь, по центру, поближе к кургану. До кургана, я думаю, будет доставать. Вот.
Поставил алтарь. Здесь их, кстати, ну, стоят, но не так, чтобы их прямо много, но есть место, есть куда воткнуться. Поставил алтарь, и он теперь у меня на карте, на компасе отмечен, и показано расстояние до алтаря. Так что я, ну, видите, переживал, что как расстояние, там непонятно будет. А, нет, все нормально. Предусмотрено это в игре, так что где бы вы ни находились, показывается расстояние до алтаря. Так, ну и давайте сразу я вам продемонстрирую, как это отобразилось на опыте, который я получаю теперь. Так, сейчас где-то здесь была руда. Шлеп, 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 шлеп. Да, кстати, когда захожу внутрь вот этого красного круга, даже если я играю на PvE канале, активируется PvP режим. Ну, я не проверял, но вот смотрите, я сейчас захожу в круг, мне так в Дискорде ответили. И вот обратите вот в правый верхний угол, вот где дождь, смотрите, я сейчас зайду в круг. И появится там такой значок. Во, видите, появился. Зона без защиты, ваши постройки могут быть разрушены. Да, действительно, можно рушить. Я попробовал. Обычным мечом подошел. Правда, это очень долго было. Что-то у меня голодный. Меч наносит у меня и 2 единицы урон, а у алтаря прочность 80 тысяч, что ли. Так что это очень долго. Смотрите, давайте по железу. У меня был опыт 35. Сейчас, смотрите, прибавляется 52. Бам, 52. По сбору. Сбор у меня был 31. Это на PvE канале. Сейчас, смотрите, 48. Ну, все работает. 50% заявленный. Идет. И теперь давайте по дереву. Дерево у меня было 18. Сейчас 48. Кстати, почему так много? А, не, вру. Рубка у меня была 31. Вот. А сейчас 48. Ну, по охоте тоже можно проверить. Здесь животных просто нет. Так, вот мой алтарь. Кстати, давайте я вам покажу, сколько у него прочности. Да, когда я добываю ресурсы, к нему еще идет уровень. Вот. Опыт идет, и потом будет повышаться уровень. Не знаю, на что это повлияет. Так, а здесь почему-то не показано. Ну-ка, если я свой не могу долбать. Ну, когда к чужому алтарю подходишь, начинаешь долбать, можно вот так вот детали, и там показано, сколько у него... Да, здесь можно вот производить станки. Если он разрушится, или что-то такое будет, вот здесь вот потерянные предметы в уничтоженных вещах. Так, ну вон, давайте я вам покажу. Даже, наверное, не столько вам, сколько себе. Потому что если я вдруг забуду, вот смотрите, чужой алтарь, да, я нажимаю детали, на нем тыкаю, вот у него прочность, ой, вру, не 80 тысяч, 20 тысяч у него прочность, а меч наносит, вот если мечом долбать его, видите, по 2 единицы урона. Это вот так вот зажимать кнопку мыши, персонажа ставить вот так и уходить в АФК. А когда бьем навыком, урон не идет. Это я, ребятки, так 15 лет назад в Расте делал. И в Reign of Kings. Подходил, зажимал кнопку. Персонаж стоял, в АФК долбал. Но, видите, здесь я проехался по PvE зоне. Ой, по этой вот PvP зоне, да, которая тут есть. Здесь вообще домов нет. Никто здесь дома не строит. Тут только одни алтари воткнуты. Ни одного домика я не нашел. Нашел 2 алтаря, которые просто застроены там деревяшками. Вот так вот по кругу деревяшкой застроены. Может быть, я свой этот тоже застрою потом. Камень подобываю вот такими каменными блоками.
вот каменными блоками. Вот так вот его просто застрою. Ну, не полностью, а оставлю дырку. Ворота там поставлю какие-нибудь, вот там, где вот такие ворота поставлю, чтобы доступ к нему был. Потому что, видите, его нужно поддерживать. Он расходует, вот. Дерево расходует в сутки 20 единиц и 11 камней. То есть надо сюда будет закидывать дерево и камень. Вот у меня сейчас на 5 дней. Не знаю, может застрою, может не застрою. Ставить его не очень дорого, там, если его сломают, новый можно воткнуть. Просто опыт, который в него вливается, потеряется. А, кстати, на что он влияет, я пока без понятия. Так, теперь давайте проверю я еще, как мне сказали. Будет идти опыт еще и в ремесло от этого алтаря. Так, тут где-то дорога должна быть, да. Я сейчас доеду до города. Я там еще квартирку себе не купил. Дом арендую. Ну, или куплю себе там домик. Размещу верстаки, и мы посмотрим опыт. Ну, я не сомневаюсь, что он идет. Просто удостовериться в этом. Убедиться, что опыт идет. От моего алтаря. Ну и посмотрим дистанция какая. Так, поставил я станки. Ну, давайте смотреть. Выплавка. Ну, начнем, наверное, с выплавки. Было 12. Вот так вот сделаем. Посмотрим. Должно быть 18. С учетом 50%. Да, ребятки, все правильно. 18. 18, да. До алтаря 1, ну почти 2 километра. Так, по деревообработке было 18. Так, что здесь надо? Мне сундуки надо делать. Вот деревянный сундук. Обработанная доска нужна. Ну, максимум делаем. Так, должно быть... Было 18, 28, что получается. 27 получается. Должно быть. Да, все правильно, 27. Было 18 плюс 50% это 9. 18 плюс 9, 27%. О, 27 опыта должно быть. Так что, ребятки, все работает. Я не могу продемонстрировать вам ферму, потому что я в этом городе еще ничего не садил. Вот это вот зачем окно нужно? Легендарный усилитель. Пока не знаю. Так что алтарь работает. Я думаю, что как можно раньше его нужно поставить, чтобы быстрее прокачивались ремесла. Опыт персонажа-то он все равно рано или поздно до 110 максимального уровня дойдет. Как бы с этим волноваться не стоит. А вот профессии, я думаю, тяжеловато прокачиваются. Поэтому имеет смысл как можно раньше поставить алтарь в PvP-зоне. И дальше уже играть, заниматься сбором, крафтом. Кстати, опыт идет, видите, в индивидуальный алтарь опыт идет. Ну и дальше уже играть, заниматься, а алтарь пусть стоит. Алтарь пусть стоит. И дает вам ощутимую прибавку. Так, ну, пожалуй, наверное, вот теперь можно этот видеоролик закончить. Относительно опыта на PvE канале, PvP канале и алтарь. Ну, что касается PvP канала, там прибавка небольшая, 10%, хотя тоже можно заходить, использовать. Особенно, когда, знаете, вот в таких глухих местах вы бегаете, например. Ну, вот я бегал, ну как глухое, оно не особо глухое. Ну, вот тут вот я когда бегал, вообще ни одного игрока не встретил. То есть можно прийти на PvP канал, бегать, собирать ресурсы. Ну да, если вас встретят, грохнут.
воскреснете, снова прибежите. Ну, тут надо смотреть по заполненности. Если игроков много, то лучше не рисковать, 10%, небольшая прибавка. Вот, а если совсем глухо и вообще людей никого нет, ну, можно перейти на канал и добывать ресурсы, получать от алтаря 50%, тут еще 10%, ну, прибавочка в 60%, согласитесь, хорошая. Да, конечно же, еще тоже под конец рекомендую обязательно, ну, по возможности, если, конечно, у вас есть вот эти вот в магазинах покупать усиление. Вот эти вот благословения, которые прибавляют получение опыта. Где-то я тут видел. Вот, на 30 дней. Вот такой вот покупать. Опыт. Нет, самое главное опыт. Этот инвентарь, ладно, бог с ним, можно пережить. А вот это вот опыт уровня, профессии. Вот это вот такой опыт. Ну, это уже, если они есть, эти донатные. Я донатить не привык. Сам не доначу, как бы не рекомендую. Все, ребятки, благодарю за внимание. Теперь уже видеоролик точно заканчиваю. В общем, вот так вот я разобрался относительно опыта на каналах и опыта с алтаря. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.